Здравствуйте, друзья! Что лучше при геморрое – тепло или холод? Этот вопрос часто задаются пациентами, а иногда и ставят в тупик врача. Что лучше рекомендовать: прикладывание холодного или теплой ванночки? Некоторые специалисты при остром или даже хроническом геморрое рекомендуют прикладывать холодные компрессы, лед. Сами пациенты в домашних условиях, занимаясь самолечением, прикладывают к области анального прохода замороженные продукты питания из морозильной камеры. Другие специалисты рекомендуют после холода прикладывать тепло, из-за того, что тепло, по их мнению, способствует рассасыванию тромба, расслаблению сфинктера, мол, в теплых условиях происходит лучшая резорбция тромботических масс. Они открыто пропагандируют использование горячих ванн, прикладывание грелок и теплых компрессов. Несмотря на убедительность таких специалистов, а это уважаемые кандидаты наук, доктора медицинских наук, врачи с большим опытом, говорят они весьма убедительно и уверенно, но в доступной литературе на сегодняшний день нет каких-либо достоверных исследований, касающихся пользы или вреда охлаждения или нагревания области прямой кишки и пользы от этих мероприятий. Что же на самом деле является достоверным в этом вопросе? А истина, как всегда, исходит от самой природы. Человек – это теплокровное млекопитающее, нормальная температура тела которого 36,6 градуса. В прямой кишке несколько выше. Нормальной считается температура до 37,7 градусов Цельсия. Если человеку необходимо справиться с какими-либо патологическими процессами, инфекционными агентами, например, вирусными, воспалительными процессами, то организм сам нагревает температуру тела до нужных значений, например, до 38 градусов, что позволяет справляться с вирусной инфекцией. Это увеличивает концентрацию в крови веществ специальных, интерферонов, которые борются с вирусами, помогают справиться с любыми недугами. Перегревание с помощью принятия горячих ванн или грелок – это из разряда недоказательной медицины, впрочем, как и прикладывание к геморроидальному узлу замороженных куриных окорочков или крабовой палочки. Как делают часто наши пациенты. Все это скорее имеет эффект плацебо, отвлекающая мера для пациента. Он совершает какие-то действия, психологический суррогат, набирает теплую воду в ванну или грелку, греет, создает впечатление, что происходит какой-то важный ритуал, процесс лечения. Бесспорно, что процесс лечения или плацебо-эффект – это тоже эффект. Хорошо, если такое лечение не вредит, а просто пациент, улучшая свою вовлеченность в процесс лечения, повышает себе настроение. Главный принцип медицины – не навреди. Рекомендуя горячие ванны пациентам, врач не догадывается, какой потенциальный вред может нанести себе пациент. Не нужно быть гуру патофизиологии, чтобы понимать, что мокрые условия ванны однозначно вредят коже в области ануса и промежности, усиливает ее мацерацию, мокнутие. Содержащийся в водопроводной воде хлор, а хлорированная вода – это, к сожалению, бытовая реальность многих наших городов, этот хлор раздражает и без того воспаленную кожу в области заднего прохода. То же самое касается грелок. Врач рекомендует прикладывать горячую грелку или бутылку промежности и сидеть на диване на этой самой грелке. Но в то же время не уточняет, как именно это правильно делать, какой именно необходим температурный режим и сколько по времени можно этим заниматься, а как же репродуктивные органы у мужчин. Согласно достоверным научным данным, в области урологии и андрологии нагревание области мошонки у мужчин даже до 39 градусов Цельсия значительно угнетает сперматогенез, а при большей температуре сперматогенез и вовсе останавливается. Мужчина становится на время бесплодным. Давая такие рекомендации, основанные на мифическом опыте, опять же, только, как утверждает сам этот эксперт, который рекомендует, врач не догадывается о том, что пациент может преусердствовать, может принести себе больший вред, чем пользу. То же самое касается и чрезмерно низких температур. Это угнетает местную иммунную реакцию ткани. Доказано, что низкая температура нарушает нормальный клеточный и гуморальный иммунитет. Следовательно, лучше вовсе не давать таких рекомендаций пациентам греть или охлаждать область ануса и промежности, так как в лучшем случае такое лечение будет иметь нейтральный эффект, а в худшем не хочется даже рассуждать на эту тему.
Некоторые наши пациенты, которые, к сожалению, верят в лечение огурцом, растущим на грядке, выжигают себе кожу вокруг ануса различными экзотическими травами, кислотами, чистотелом. Все это реальные случаи из нашей повседневной практики, к большому сожалению. Поэтому, друзья, желаю вам здравомыслия, крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения. Благодарю за внимание. До свидания.